описании вы всегда можете найти мою ссылку для доната у официального партнера игры магазина BuffBuff. И здесь действительно самые низкие цены. Это не реклама, это просто факт. Задонатив через мою ссылку, вы поддерживаете канал. Я вам за это премного благодарен. Всем здравствуйте, мы на глобальном сервере, сегодня у нас 26 августа. Это у нас среда, а значит мы подготавливаем команду на арену клинков для этапа турнира с накоплением очков. И давайте я покажу, как я собираю свою команду, может быть кому-то это будет полезно. Ну, во-первых, для того, чтобы хорошо собирать команду, нужно знать, что делают предметы, да, вот эти там артефакты, либо мифические эффекты вот на этих предметах, либо эффекты вот этих сетов. Нужно понимать, что они делают, либо читать, прежде чем кому-то его ставить. Ну и, соответственно, естественно, нужно понимать, кому именно вы ставите. Потому что вы можете ставить вот этот предмет, который увеличивает урон при наложении владельцем кому-то щита, при этом тот, кому вы надеваете, да, щиты, допустим, не накладывает. Поэтому в первую очередь читайте, что делают герои, что делают пробуждения, что делают предметы. Ну, либо эффекты сетов, либо артефакты. На этот раз мне тут не сильно повезло, то есть если бы здесь не было Этерил, то мне бы упал полный мусор. То есть вот эти вот герои вообще не играют на арене. Я, конечно, видел Далка, но его ставят обычно по принципу больше ставить нечего. Итак, первый вот этот этапчик, он от нас вообще там не зависит, то есть мы нажимаем на кнопочку регистрации, да, у нас выпадает набор героев и набор предметов. А вот уже второй этап, когда мы подготавливаем нашу команды точнее, здесь уже мы можем влиять. Какой у нас главный принцип сбора команды? Главный принцип — это собрать две сильные команды. Это самое главное условие. Две команды. Нам не нужно распылять наши ресурсы на 3 команды. И по этому принципу мы здесь действуем. В первую очередь. Мне здесь выпало 3 набора, да? Какой здесь самый лучший? Ну, вот этот вот я считаю вообще самый худший. Здесь более-менее, потому что Лискар, ну что-то может, хотя, если честно, я его никогда не использую, только если больше ставить нечего. Здесь у нас есть змея, она вроде бы, ну, более-менее играет здесь. То есть не самый плохой результат. Но здесь у нас есть и Монелиса, и Таресия. Вообще команда со сбором, она, ну, может неплохо играть, но единственное, что она такая требовательная. Она у меня неплохо играла, естественно, с Линой. И я, по-моему, ставил Анелизис вот сюда, в команду сбора. Но здесь у нас есть Таресия, поэтому, естественно, это костяк нашей команды. У нас здесь есть Этерил. Это первая команда будет на основе Этерил. Она очень хорошо играет на арене клинков, ну и на арене в принципе. И есть у нас команда, вторая, точнее костяк, это у нас Таресия. Поэтому, естественно, я выбираю вот это. Насчет сбора, смогу или не смогу собрать его, не знаю. Это мы уже посмотрим потом. Итак, вторая группа героев. Ну и сразу здесь в глаза бросается наличие Анелизис и наличие Угулы. Потому что Угула для арены неплохо подходит. И Анелизис, естественно, она необходима в команде. Я ее думал добирать уже из своих героев. Но раз она мне здесь выпала, естественно, я выбираю ее. Угула по-любому пригодится. Насчет Эрнеста я не знаю, как он здесь играет. Ну, навряд ли прям сильно. То же самое с Телендором. Если у нас команда сбора бы собиралась сильно, можно было бы что-то еще сделать. И то, от безвыходности. Лучше всего, конечно, Монелиса. И, допустим, какая-нибудь Глэдис, да? Финия, ну, может зайти, допустим, в команду с Этерил, да, чтобы какое-то лечение и усиление там давать. Плюс ко всему ей можно посох там дать, если выпадет, она будет щиты еще давать. Здесь у нас Виньяра может неплохо сыграть, потому что она щиты хорошие дает. Ну и целенаправленно снимает усиление, там оледенение дает, штраф к атаке. То есть Гуленда тоже неплохо, Бибип, ну, вполне можно прикрутить, но самый лучший вариант здесь, естественно, вот этот. Я выбираю, конечно же, его. Потому что, как я уже сказал, мы собираем 2 команды, ну и, соответственно, вот у меня, где она здесь? Вот у меня первая команда, это у меня вторая команда, это у меня запасной вариант, если мне что-то выпадет хорошее, на 3-ю команду. То есть, если Глэдис, допустим, будет, то я, возможно, что поставлю на 3-ю команду именно Монелиса. Но приоритет первые 2. Здесь у нас уже предметы пошли, и вот этот неплохой, можно было бы его использовать, хотя я знаю, что сопротивление тут, ну, довольно-таки плохо работает, то есть выгода от его использования не очень такая ощутимая, но все равно неплохой эффект. Вот этот навряд ли здесь будет хорошо играть, потому что дополнительных очков здоровья мы здесь практически получать не будем. То есть за счет там, допустим, пробуждений, за счет там каких-то предметов, да, которые мы будем расставлять по команде, там, либо эффектов навыков, можно, конечно, добрать, но мне кажется, это будет не сильно большой бонус. Этот предмет, понятно, что для змеи неплохо бы подошел, но змеи у нас нет. Здесь у нас в основном вот эти защитные. Да, здесь косвенно увеличивает атаку, но там небольшой бонус будет. И вот этот сет, кстати, он неплохой. Но я склоняюсь вот к этому. Потому что здесь есть вот этот эффект, он увеличит урон. И вот этот эффект, допустим, для Этерил может подойти. Возьму его. Здесь сложный выбор, потому что вроде бы неплохой колокол у нас, да, который везде играет. Правда, здесь он крит-шанс не дает. Не забываем, что здесь предметы никаких характеристик не дают, кроме вот этого эффекта, который здесь описан, ну, в описании. Хороший артефакт, этот тоже мог бы пригодиться.
Этот тоже вроде бы неплохой. Можно поставить его, в том числе, кстати, на ДД можно поставить его. Но учитывая шанс и то, что для того, чтобы снизился урон, нужно уже получать урон, ну не сильно хороший. Плюс ко всему, он только вокруг дает вот этот эффект. Ну, допустим, на Этерил я поставил, и кому он будет давать уменьшение урона? Да никому. Это у нас для танка обычно хороший артефакт. Ну, а здесь недостаток, конечно, то, что здесь 2 артефакта на мороз. Хотя можно поставить эти 2 артефакта вместе на Этерил, и у него урон будет ой-ой-ой, мне кажется. А за счет вот этого артефакта у нее мороз может стать нерассеиваемым. Плюс ко всему увеличивается урон, да, при наложении мороза. А Этерил у нас делает это неплохо. То есть вот такой наборчик вполне может сыграть. Дальше у нас идет вот такая вот подборка героев. Да, Рук у нас здесь не играет, Хульдарк тоже. Для Твича, для Кульвиды и для Аспальта у меня никого здесь нету. Эргандер так себе вариант. Здесь нужна Алина по-любому. И Ефер здесь выглядит наиболее привлекательным. Единственное, что тут у нас Кушухар. И у него здесь интересный эффект, да, вот на это бессмертие. То есть таким образом мы можем немножечко защитить нашего главного ДД. Это, конечно, не антиконтроль и только на 5 секунд, но тоже может быть полезным. Сицидис у нас неплохо играет на арене, очень неплохо. Правда, ей нужны пробуждения. Но так как у меня здесь героев поддержки нету, мы видим, да, только Анализис, хотя на героя Ауры не поддержки фактически. Ну, в общем, нету здесь героев поддержки, и у меня здесь одни ДД, то есть команды могут ослабнуть из-за этого. Поэтому выбирать я бы стал в таком случае между Ефером и Кушухаром. И он выглядит более привлекательным. Если бы у меня были какие-то герои поддержки, я бы выбрал Сицидис, чтобы у меня третья команда тоже была сильной. Ну а так я выберу вот этот вариант. Ну и третий у меня, точнее четвертый уже вариант подборки героев тоже выглядит не очень. Опять же Рук, Лавкач, который мне здесь не нужен. Эрнесто снова выпал. Ларик вроде бы должен играть на арене, но как-то вот я не замечаю прям сильного эффекта от его присутствия. Лакрейс. Лакрейс у нас в шахматах великолепно себя показывает. Насчет арены клинков не уверен. Не помню, чтобы он прям в топах был. Ну и здесь получается вариант с Тиамат выглядит наиболее привлекательным. Хотя опять же у меня тогда нету второго танка либо поддержки для команды с Этерил. И омертвление у нас идет с молнией, да. Ну тут вариантов-то особо нету. Поэтому придется брать вот этот вариант. Очередная подборка предметов. Здесь у нас неплохой средний вариант. Потому что есть вот этот вот мерзкий артефакт. Есть вот этот неплохой эффект. Единственное, что он будет срабатывать только после первого использования, да, то есть изначально у нас время такое же, использование абсолютного навыка. И этот неплохой артефакт, но у меня для просвещенности уже есть целых 2 артефакта, то есть вот этот вот и вот этот вот для Этерил. То есть мне он, хотя в принципе я могу их разделить и поставить один, например, на Хвитар, но для Хвитар он здесь не очень-то подходит, потому что шанс 30, она там удар наносит не то чтобы часто, он больше для Этерил, мне кажется, подходит в данном случае. Колокол для Тареси можно было забрать. Это мне вот это вот не нужно, а этот я уже сказал, что он, для танка может подойти. Ну, правда, так себе. Ну и получается остается вот этот вариант. Я планирую добрать Лину у себя из героев, и пускай она дает щиты. Плюс ко всему можно дать ей вот эту штуку, чтобы она еще и штраф к атаке накладывала. Вот это, в принципе, может быть полезно. Допустим, у нас Тареси бьет абсолютным навыком, кого-то побеждает и восстанавливает энергию. Ну и тут же здоровье, да, то есть может добить потом быстренько. Либо дать это вообще герою какой-нибудь поддержки, чтобы он, если что, если кто-то умирает из врагов, он тогда будет накапливать энергию быстрее. В общем, я выбираю вот этот вариант. Очередная подборка предметов, и здесь вроде бы на просвещенность есть вот этот вот, да, но он каждые 5 секунд по 3% набирает. Это слишком долго, и плюс ко всему у меня уже для Этерил слишком много предметов. Из молнии у меня здесь никого нету, кому мог бы вот этот артефакт помочь урон наносить какой-то. Из яда тоже у меня здесь никого нету. Здесь у нас нужно 3 удара критических делать, только потом один эффект получим. Вот этот бесполезный, ну вот этот, кстати, может быть полезным. Но я возьму вот этот. Потому что лечение у меня есть, избыточное лечение, скорее всего, у меня будет. Ну и кому-нибудь можно пристроить вот этот вот. Если на меня будут нападать ближники, то этот эффект будет срабатывать. Ну и следующая часть, да, тоже немаловажная, не менее важная, чем прошлая. Это у нас расстановка. Первая команда у меня будет, конечно же, через Мороз, через Этерил. Вторая у меня будет через связку Тареси и Анализис. Одна из сильнейших связок. А вот вопрос, что делать дальше. Так как это одна из сильнейших связок, я Кушухара поставлю именно им. А Лину на ускорение, на все вот это вот, я уже поставлю им. Угулу я поставлю, он здесь у нас контроль на себя принимает, да, плюс ко всему снимает, чистку делает, оглушение.
То есть боевым здесь замедляет, еще снимает усиление. Такой сильный персонаж. Я поставлю сюда, чтобы уж наверняка, да. И сюда же я поставлю Джорна. Почему? Потому что здесь я не вижу никого, кто мог бы помочь им лучше. При этом для команды Сеттерил у меня здесь не то чтобы остается какие-то варианты остаются. Не совсем я понимаю, что сюда ставить. С учетом вот этого ускорения, наверное, я все-таки поставлю Угулу сюда. Так как у нас мороз и яд, пускай они будут здесь. И антиконтроль он хоть какой-то обеспечит. Хотя она у нас и так мадам шустрая, 10 секунд. Плюс ко всему она еще и ускоряется, да, там за счет своего пассивного навыка. Ну, больше у нас здесь вроде бы поставить так некого. Это у нас может быть либо Далк, либо Данелла. Давайте поставим Данеллу, будет полная связь. Пускай будет, почему нет. Ну, а сюда поставим в помощь Тиамат. Можно было бы поставить, допустим, Монелисы. Но проблема у нее в том, что она без сбора здесь не играет. У нее там все навыки, да, идут от получения сбора. Ну и как бы она слабенько будет совсем. Поэтому по остаточному принципу мы поставим уже сюда. Такой винегретик. Танка у нас здесь никакого нету. Ну и здесь, мне кажется, даже Карф будет поинтереснее смотреться. Так, что у нас по предметам? Давайте расставлять предметы. Со сборкой команды я вот, допустим, считаю, что закончил. Ну просто здесь действительно такой подбор героев, что уже лучше ничего не сделаю. У нас здесь получается, она сама себя ускоряет, она еще ускоряет, очищает. Этот антиконтроль делает, она если что добивает, если живая еще будет. Ну и в принципе такая крепенькая сборка, как мне кажется. Здесь антиконтроля нету, но здесь есть страховка в виде неуязвимости. Плюс ко всему одна заливка для нее и вторая. Потому что Джорна я буду ставить рядом с ней. Также здесь еще есть очистка усилений и штраф к атаке у Тиамат. Тоже неплохо. То есть, ну более-менее для турнира, который с накоплением очков, ну более-менее, мне кажется, команды подойдут. Этот предмет на увеличение длительности я поставлю Лине. Она у меня +1, то есть с боевого по-любому будет давать все бафы. Пускай она их продлевает, насколько там, на 20%, пускай. Также пускай она дает щиты. Хочу, чтобы она давала щиты. То есть, если кто-то останется после того, как она ультанет, если она, конечно, это сделает, пускай Лина помогает им выжить. Этерил, я как и думал, поставлю оба вот этих артефакта. Мне кажется, связочка будет прикольная. То есть, она и урон увеличивает, и шанс нерассеиваемым, что станет мороз, и плюс ко всему, с учетом множества ударов, которые делает ее абсолютный навык, да, получится неплохо вот эту вот бурю вызвать. Со щитами здесь предметы, я думаю, что неплохо подойдут. Допустим, я их разбавлю как-то вот так. Потому что она их дает с боевого. То есть, может быть, она сделает это пошустрее, чем он свой абсолютный навык успеет. Хотя он и 10 секунд всего, кстати. Ну, вот так вот разбавлю. Также я дам ему вот эту вот вещь. Пускай он снижает урон при своем лечении. Вообще избыточное у меня здесь количество предметов для именно поддержки с лечением либо щитами. Потому что и вот этот артефакт можно дать, допустим, ей. И вот этот артефакт можно дать ей, либо ему. Но мне кажется, гораздо важнее вот с боевого именно продлить на 20%. Здесь почти 2 секунды, ну 1,5, 1,6. Что мы дадим Тересии? Вопрос. Интересный, конечно. Ну, возможно, что вот это, да, потому что крит-удар носителем на 2%, на 5 секунд, максимум 10 раз. Она там своими стрелами раскидается. У нее, кстати, сколько? 80% всего. Ну, что поделать, тут на увеличение крит-шанса тут ничего нету. И я не буду ставить на игнорирование вот это вот защиты ей. Я поставлю, наверное, вот этот предмет. То есть она ультует. Если она кого-то убивает, то она накапливает энергию и потом сделает это быстрее снова. Логика такая. Здесь у нас штраф атаки только Джорн накладывает, но так, выборочно, да, то есть по 3 линиям. Поэтому вот этот артефакт я дам, наверное, Данелле. А у Кушухара здесь талант не работает на штраф к атаке. Игнорирование защиты я дам Хвитар. Хотя, подождите-ка, здесь у нас еще один слот остался, да, оказывается. Я не учел этот момент. Давайте тогда вот так вот сделаем. Рок поставить некому, поэтому давайте мы поставим хотя бы ему, пускай сам себя... подождите-ка, у нас же Тиамат будет лечить, правда, только если кто-то будет умирать. Ну, может быть, кто-то из врагов умрет, она тогда подлечит и, соответственно, увеличит урон. Давайте так вот, пускай так будет. А то я хотел уже Угуле дать, чтобы он хотя бы сам себе поднимал урон. У него здесь есть механизмы для выживания, поэтому вот этот вот ошейник на ожерелье совсем не похоже. Ошейник. Мы, наверное, поставим Хвитар. Если кто-то из ближников на нее нападет, то она хотя бы получит уменьшение урона.
Правда, здесь нужно, чтобы 2 было врага. Ну, посмотрим, мало ли. Может быть, вдвоем кто-то нападет на нее, не знаю. Ну, в противном случае на кого-то из ближников, допустим, на Угулу можно поставить, либо на Данеллу. Я оставлю для страховки ей, пускай будет. Ну и все, у нас здесь больше нечего ставить. Это у нас для ледяного взрыва туда, да, не подходит. Этот тоже сюда он работать не будет, но пускай висит. И, соответственно, этот нам поставить тоже некому. От просвещенности у нас здесь никто, кроме Этерил, не бьет. Но у этого предмета другой эффект. За каждую одну единицу просвещенности защита носителя повышается на 1,5. И увеличение защиты нам, в принципе, может пригодиться, тем более у нас здесь есть у Хвитар просвещенность, пускай тогда она немножечко будет более защищена. Ну а этот тогда получается совсем некому ставить, да и фиг с ним. На этом все. С предметами все. Такая вот логика у меня была. И давайте теперь расстановка. Здесь мы никаких предметов не даем, это у нас самая слабая команда. Так, давайте-ка мы их как-то поставим таким интересным образом. А давайте мы их поставим вот так. То есть отдалкому урона не ждем, но при этом он какое-то внимание на себя отвлекет, и может быть они что-то успеют против слабых команд. Если они попадут против слабой команды, тоже, которая на остаток делали, то может быть они выиграют, кто их знает. Ой, такой винегретик получился, отбросы, скажем так, команда отбросов. Так, со второй командой, что у нас здесь? Естественно, Таресию мы ставим вот так вот вместе с ней. Здесь мы можем поставить Джорна, пускай он ее ускоряет. Плюс ко всему мы здесь ставим в один столбец вот этого нашего Грифона. И, кстати, можно сделать даже как-то вот так. Ну а Данеллу вот здесь вот, чтобы она в этой части была, чтобы совсем уже в кучке не находиться. Можно было бы, конечно, как-то вот так, но что это изменит? По идее, любым массовым ударом по площади будут попадать по этим трем. То есть здесь ничего не сделаешь. Если Джорна ставить куда-то сюда, ну вообще можно было бы, кстати, отвлечь внимание от них я имею в виду. Разбавить урон, тем более здесь анализис еще появится, то есть она у нас будет меньше внимания привлекать. Ну тогда у нас и ускорения не будет, да, я вот хочу, допустим, с ускорением все-таки попробовать. Ну и учитывая, что мы все равно кучкуемся, никак этого не избежать, давайте хотя бы поставим тогда и его сюда. Может быть он успеет какое-то ускорение добрать, если у нас кто-то быстренько к нему рванет и он никуда не успеет убежать, то он хотя бы тоже будет ускоряться. Учитывая его 10 секунд вот этих, может быть это сыграет какую-то роль. Данеллу мы ставим на его ряд, чтобы там вот эта пассивка сработала на нее, то есть святой страж вот этот чтобы был. Ну, кстати, Джорна мы тоже могли бы поставить куда-то сюда. Вот так вот. Почему именно... А, нет, если мы сюда ставим, то штраф атаки вот этот будет проходить только по этим двум линиям. Но зато, если Кушухар убежит сюда, то он будет получать от него ускорение, если он на одну клетку вперед убежит. Плюс она еще также будет получать. Плюс ко всему, он будет часть урона получать за счет вот этого эффекта, да? Святой страж. Так что пускай будет вот так. Ну а аура у нас здесь только одна, поэтому здесь нам выбрать нечего. Ой, первая команда, что у нас здесь? Естественно, у нас на передовой будет Угула вместе с Линой. Лину, кстати, я, наверное, вынесу даже назад. Она у нас в приоритете для непопадания под контроль. Если какая-нибудь эстайон у нас будет у противника, либо еще что-то такое, пускай они бьют вот это устрашилище. Он, в принципе, создан для этого, чтобы страдать. Да он, в принципе, хочет этого. Тут видно уже, что он... Дайте, бейте меня, ломайте меня полностью. Пускай ломают, а эти пускай тогда будут здесь. Я стараюсь обычно Хвитар ставить вот так вот, да, чтобы она зацепляла еще одну линию своим боевым. Но так как у нас здесь имеется Этерил, я думаю, что это не принципиально. И кучковать их даже здесь не надо. Я вообще ее поставлю куда-нибудь вот сюда. От Этерил побольше внимания отвлеку. И здесь у нас будет Тиамат. Ну, как-то вот так. Единственное, что здесь я уже поставлю вот такую вот на увеличение урона. Чтобы она наверняка с одной ульты, если ей позволит, конечно, все-таки снимала команду, либо основных ДД у противника. То есть, еще раз, Угула здесь пускай принимает на себя, у него там есть бессмертие, там вот это вот, все вот эти вот эффекты, да, плюс ко всему он контроль на себя будет брать. Отвлекаем внимание от Лины. Вот такой вот эффектный красный на задний ряд, чтобы она побольше урона наносила с первой же ульты, чтобы всех забирала, а потом могла добить, если что. Ну и, соответственно, этих двоих сюда, чтобы, если кто-то будет бить масухой, чтобы бил их, и чтобы она успела все-таки ультануть. Логика была такая. Ну и, собственно, все. Вот такая вот команда, точнее команды у меня получились. Не знаю, как они справятся, потом ролик сделаю на то, чего они добились. Ой, в первом турнире. С накоплением очков посмотрим. Я ничего трогать не буду, ничего менять не буду. Единственное, что у меня есть такая привычка иногда ставить одну из сильных команд куда-нибудь в задний ряд. Почему я это делаю? Потому что чаще всего первые две сильные команды как раз таки ставят вот так. Ну, оно так всегда и получается. Мы всегда пытаемся собрать сначала сильных команд, и они
оказываются вот здесь вот в первых двух командах. И поэтому иногда, чтобы повысить шанс на то, что одна из них победит и столкнется именно со слабой командой, я ставлю в третий слот вторую сильную команду. И так как команды с Анализис у нас обычно самые сильные, пускай они встречаются с сильным противником, а эти уже добивают оставшихся. И на этом все. Больше ничего я здесь менять не буду. Большое спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.